Здравствуйте, дорогие слушатели! Тема сегодняшней нашей лекции – взаимоотношения между звуками, ассимиляция. Вы уже много знаете о звуках. Сегодня мы будем говорить о взаимодействии звуков в потоке речи, о таких фонетических процессах, которые наблюдаются в звуковых системах разных языков, прежде всего русского. В речевой цепи звуки не произносятся изолированно, они звучат связанно, поэтому происходят различные влияния одних звуков на другие. Причем эти взаимодействия возможны как среди звуков одного типа, например, только между согласными или только между гласными звуками, так и среди звуков разных типов, между гласными и согласными. Фонетические процессы станут предметом нашего сегодняшнего разговора. Наша лекция будет включать 8 основных вопросов. Фонетические процессы, комбинаторные изменения звуков, позиционные изменения звуков, фонетические законы в области русских согласных звуков, закон конца слова, ассимиляция согласных по глухости и звонкости, ассимиляция согласных по мягкости и твердости, ассимиляция согласных по месту образования и упрощение групп согласных. Фонетические процессы. Фонетические процессы носят либо исторический характер, либо функциональный. Историческими изменениями звуков называют исчезновение одних звуков и появление других в системе рассматриваемого языка. Так, в современном русском языке отсутствуют слабые гласные, которые в системе древнерусского языка были буквами «ер» и «ерь». Нет звука, который обозначался в древнерусском языке буквой «ять». Функциональные изменения звуков характерны для фонетической системы языка на определенном этапе его развития. Механизм взаимодействия звуков. Вспомним, что в образовании звука речи выделяют три типа. Первый тип – приступ или экскурсия. Это переход органов речи из спокойного состояния в положение, которое необходимо для произнесения данного звука. Второй тип – выдержка, то есть сохранение принятого положения. Третий тип – отступ или рекурсия, возвращение органов речи в спокойное состояние. В речевом потоке звуки ведут себя по-разному. Они могут влиять друг на друга. Это происходит, когда рекурсия предшествующего звука взаимодействует с экскурсией того, что следует за ним. В потоке речи звуки могут изменяться под влиянием общих условий, из-за положения под ударением или наоборот, в безударном слоге, из-за характера слога, из-за присутствия звука в начале или конце слова. Типы фонетических процессов. Фонетические процессы подразделяются на две большие группы – комбинаторные и позиционные. Комбинаторные процессы – это изменения, которые происходят в результате взаимного влияния звуков. К ним относят аккомодацию, ассимиляцию, диссимиляцию, диерезу, эпинтезу, метатезу, гаплологию. Позиционные процессы – это изменения, которые возникают под влиянием общих условий звучания. Это протеза в начале слова, оглушение звонких согласных в конце слова,
редукция безударных гласных. Далее рассмотрим эти процессы подробнее. Комбинаторные изменения звуков. Среди комбинаторных изменений звуков обычно выделяют три основных типа: аккомодацию, ассимиляцию, диссимиляцию. Остальные комбинаторные фонетические процессы основаны на ассимилятивных или диссимилятивных тенденциях. Аккомодация. Аккомодация или приспособление – это процесс, возникающий между звуками разных типов, между гласными и согласными, что стоят рядом. Аккомодация – это процесс частичный. Полностью звуки разных типов приспособиться друг к другу не могут. Аккомодация может быть прогрессивной и регрессивной. Если приступ последующего звука приспосабливается к отступу предшествующего, то это прогрессивная аккомодация. При обратном процессе мы наблюдаем регрессивную аккомодацию. Аккомодация в русском языке. В русском языке наблюдается и прогрессивная, и регрессивная аккомодация. Как правило, гласные приспосабливаются к согласным, а не наоборот. Прогрессивная аккомодация. Гласные звуки А, О, У и после твердых согласных произносятся в своем основном виде, а после мягких становятся более передними. Например, вода, водянка, где ударный А встречается после твердого Д в первом слове и после мягкого Д во втором. Гласный И в своем основном виде звучит только после мягких согласных, а после твердых становится более задним звуком различного типа «ы». Сравните. Лежи. Ударение на второй слог. Повелительное наклонение от глагола лизать, то есть проводить языком по чему-либо. И лыжи. Ударение на первый слог. Это существительное. Регрессивная аккомодация. Все гласные русского языка звучат более закрыто, напряженно и менее звучно перед мягкими согласными. Аккомодация в русском языке. Гласный «и» в своем основном виде звучит только после мягких согласных, а после твердых становится более задним звуком, различные типа «ы». Сравните. Лежи, ударение на второй слог, и лыжи, ударение на первый слог. Повелительное наклонение от глагола лизать, проводить языком по чему-либо, существительное. Регрессивная аккомодация – это все гласные русского языка звучат более закрыто, напряженно и менее звучно перед мягкими согласными. Ассимиляция. Уподобление звуков называют ассимиляцией. Она всегда возникает между звуками одного и того же типа, только между согласными или только между гласными. Ассимиляция может быть полной. Это происходит, когда два разных звука в результате взаимодействия становятся совершенно одинаковыми. Или частичной. Изменяется только несколько признаков звука. Ассимиляция, как и аккомодация, может быть прогрессивной и регрессивной. В отличие от аккомодации различают контактную ассимиляцию, уподобление среди соседних звуков, и дистактную ассимиляцию, уподобление звуков
находящихся на расстоянии друг от друга. Диссимиляция. Диссимиляция – это обратный ассимиляции процесс. Это расподобление звуков. Из двух одинаковых или подобных звуков получаются два разных, менее подобных звука. Происходит это в связи с утратой звуками общих для них фонетических признаков. Пример. Слово «легкий». В результате ассимиляции соседнего звука звонкого «г» и глухого «к» образовалось сочетание двух одинаковых глухих звуков «к» и «к», которое в свою очередь перешло в сочетание двух разных «х» и «к». В русском литературном языке диссимиляция не характерное явление, однако она наблюдается в живой ненормативной речи, в диалектах просторечия. Комбинаторные процессы, основанные на ассимилятивных или диссимилятивных тенденциях. Разновидность ассимиляции – сингармонизм гласных, то есть уподобление всех гласных звуков в слове по некоторым признакам. Сингармонизм гласных распространен, например, в тюркских и в африканских языках. Разновидность диссимиляции – эпантеза. Это вставка согласных между гласными. В русском языке между двумя гласными могут вставать «в», фрикативный звук «х» или «й». Звук «в» в прилагательных и местоимениях мужского рода в родительном падеже, единственном числе, синего, такого, в просторечии какого. Комбинаторные процессы, основанные на ассимилятивных и диссимилятивных тенденциях одновременно. Метатеза – это взаимная перестановка звуков. Встречается в заимствованных словах. Также при переходе слова из литературного языка в диалекты или просторечии в речи детей. Примеры метатез в русском языке. Русское имя фрол от латинского floris, что означает цветок, где L и R поменялись местами. Корень нерв в словах нервный, нервный, нервничать от латинского nervus, тогда как в греческом языке было нейрон, отсюда невроз, невролог. Просторечные слова калидор вместо коридор и перелинка вместо пелеринка. В русском языке встречается диереза, то есть пропуск одного согласного звука в группе согласных звуков. Например, лестница произносится без звука Т. Сердце произносится без звука Д. Чувство произносится без звука В. Гаплология – это выпадение слога, если рядом оказываются два одинаковых или очень похожих по звучанию. Примеры. Курносый из слова корноносый, от слов корнать плюс нос. Радушие из слова рододушие. Трагикомедия из слова трагикокомедия. И просторечная бензоправка вместо литературного бензозаправка. Позиционные изменения звуков. Среди позиционных фонетических процессов можно выделить те, что характерны для гласных звуков, и те, что характерны для согласных. В области гласных имеется редукция. Это изменение гласного звука в безударной позиции. Выделяют два типа редукции – количественную и качественную. Количественной подвергаются русские гласные и, у. В безударном положении эти гласные звучат короче, чем в ударном.
Сравните. Улыбка, улыбаться. Качественной редукции подвергаются гласные а, о, э. В безударном положении эти гласные звучат иначе, чем под ударением. Сравните. Пять и пятак. Позиционные изменения звуков. Среди позиционных изменений согласных можно выделить оглушение звонких согласных на конце слова, пруды – пруд, сады – сад, хлеба – хлеб. И протезу. Это вставка согласного звука в начало слова перед гласным. Осень – 8. Таблица фонетических процессов. Все фонетические процессы можно представить в следующем виде. Комбинаторные, аккомодация, ассимиляция, диссимиляция, сингармонизм, эпантеза, метатеза, диереза, гаплология. И позиционные: редукция, оглушение конечных согласных, протеза. Фонетические законы в области русских согласных звуков. Закон конца слова. В звуковой системе русского языка действует несколько фонетических законов. Начнем с фонетического закона конца слова. Когда парный звонкий согласный оказывается на конце слова, он произносится как глухой, то есть оглушается. Мороз произносится как мороз. Клуб как клуб. Перед гласными такого изменения нет. Морозы, клубы с ударением на первый слог. Фонетические законы в области русских согласных звуков. Закон конца слова. Так в речи появляются омофоны. Несколько коз, животные. Пара коз, заплетенные волосы. Плод, съедобная часть растений. Плод, связанные бревна. Молот, краткая форма прилагательного молодой. Молот, инструмент. Если на конце слова оказываются два звонких согласных, оглушаются они оба. Подъезд, грусть. Оглушению не подвергаются только сонорные согласные Р, Л, М, Н. Например, мусор, боль, дом, пень. Ассимиляция согласных по глухости и звонкости. Для русского языка не свойственны сочетания шумных согласных звуков, в которых один звонкий, а другой глухой. Именно поэтому происходит ассимиляция. Глухие согласные звуки переходят в парные звонкие, а звонкие в парные глухие. Например, просить – просьба, дружок – дружка. А звончение в середине слова не происходит перед сонорными В и J. Пруды, связь, отъезд. Позиции для ассимиляции по глухости и звонкости. Ассимиляция согласных по глухости и звонкости обычно наблюдается на стыке морфем, например, подписать, сбор, на стыке предлога и слова, под тем домом, с домом, на стыке знаменательных слов, которые произносятся без паузы, например, распять, рог козы, ударение на последнем слоге.
на стыке слова и следующей за ним частицы. Сатта – пруд бы. Ударение на первый слог. Ассимиляция согласных по мягкости и твердости. В ассимилятивных процессах могут быть задействованы и другие признаки звуков. Мягкость и твердость. Место образования. Способ образования. Назализация. Для русского языка характерны ассимиляции по мягкости и месту образования. Рассмотрим ассимиляцию по мягкости. Твердые и мягкие согласные звуки в русском языке представлены 12 парами и несколькими непарными звуками. Следующие согласные являются парными. Они образуют пару твердый звук и мягкий звук. Твердые Б, В, Д, З, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Г, К, Х. Следующие согласные являются непарными. Они могут быть только твердыми или только мягкими. Твердые согласные звуки Ж, Ш, Ц. Мягкие звуки И, Ч, Щ. Ассимиляция согласных по мягкости. Всегда есть ассимиляция перед гласным звуком буквой Е. Белый, веселый, село. Перед звуком И, буква И, липа. Перед непарным твердым Ж, Ш, Ц мягкие согласные невозможны, за исключением звука Л. Сравните. На конце, на крыльце. Не смягчаются перед мягкими согласными звуки Г, К, Х и Л. Глина, клей, хлеб, молчу. Ассимиляции по мягкости наиболее подвержены зубные звуки З, С, Н, Р, Д, Т и губные звуки Б, П, М, В, Ф. Ассимиляция согласных по мягкости. Свистящие согласные З и С смягчаются. Всегда перед мягкими Т, Д, С, Н и Л.
везде, месть, казнь. На конце приставок или предлогов, если далее идет мягкий губной звук. Например, разделить, растянуть, без него, без сил. Вместе с зубными «д» и «т» смягчаются перед мягкими губными. Внутри корня смех, зверь, дверь, твердо. На конце приставок на «з» и «с» и в созвучных с ними предлогах. Раздеть, с ним. Губные звуки М, Б, П, В и Ф перед мягкими зубными не смягчаются. Нефть, птенчик, взять. Ассимиляция согласных по твердости. В русском языке наблюдается еще ассимиляция по твердости, то есть уподобление мягкого согласного следующему за ним твердому. Этот процесс происходит на стыке корня и суффикса, который начинается твердым согласным. Секретарь – секретарский. Перед губным «б» уподобление по твердости не происходит. Просить – просьба. Поле – напольный. Ассимиляция согласных по месту образования. Теперь рассмотрим ассимиляцию по месту образования. В русском литературном языке этот вид ассимиляции характерен для зубных «з», «с» в положении перед «ш», «ж», «ч», «щ» и представляет собой полное уподобление зубного звука следующему за ним шипящему. Наблюдается на стыке морфем и на стыке предлога и знаменательного слова. Ассимиляция согласных по месту образования. Сочетание «сш», «зш» произносится как долгий «ша». Долготу обозначают обычно черточкой сверху или двумя точками, двоеточием, реже двойной записью звука. Сшить, без шара. Сочетание с «ж», «з», «ж» звучат как долгий «ж». Сжать, без жара. Сочетание с «ч», «з», «ч» произносится как долгий мягкий «щ», буква «ща». Расчет, резчик. Сочетание «з», «ж» и «ж», «ж» внутри корня всегда превращаются в долгий мягкий «ж». Позже, дрожжи. Произношение в этих случаях долгого твердого «ж» является факультативным. Сочетание зубных «д», «т» и следующих за ними «ч», «ц» произносится как долгие «ч» и «ц». Летчик, докладчик, вкратце. Упрощение групп согласных. Для русской артикуляции не характерно скопление большого количества согласных звуков. Для удобства произношения используются диереза. Согласные «д», «т» среди других согласных между гласными не произносятся. Счастливый, лестница. Упрощение групп согласных заметно в сочетаниях СТН, ЗДН, СТЛ, НТСК, СТСК, РДЦ, ВСТВ и ЛНЦ. Например, поздно, сердце, чувство, солнце. Не характерно для русского языка и сочетание нескольких одинаковых согласных,
Они более характерны для заимствований, поэтому в живом произношении такие слова теряют долготу. Атака, литера, шопинг. Упрощение групп согласных. При стечении 3 и более одинаковых согласных на стыке морфем согласные сокращаются до 2. Одесский. Рассорить. Таковы основные фонетические процессы в области согласных русского языка. Итак, сегодня мы разобрали основные фонетические процессы, которые наблюдаются при произнесении языковых звуков в речевом потоке. Мы узнали, что звуки способны влиять друг на друга, в зависимости от характера этого влияния и условия, в которых отмечаются изменения звуков, выделяют комбинаторные и позиционные изменения звуков. Взаимодействия возможны как между звуками одного типа, например, только между гласными или только между согласными, так и между звуками разных типов. Для русской фонетической системы характерны следующие фонетические процессы: ассимиляция, уподобление по глухости, звонкости, по твердости, мягкости и по месту образования. Оглушение шумного звука в конце слова. Упрощение групп согласных. Некоторые случаи диссимиляции, то есть расподобления.